И вот начался сезон. Что же делать с мотоциклом? Наверное, ему нужно ТО. Заглянем в мануал, посмотрим. И вот я вам что расскажу, друзья. С вами, конечно же, Йорш. И сегодня поговорим о техническом обслуживании своего мотоцикла. Как только наступает весна или как только наступает осень и мотосезон заканчивается, каждый раз нужно делать ТО мотоцикла. Я не эксперт, друзья, что и когда нужно делать. Но одно я знаю точно. Мотоцикл требует обслуживания. И это правильная и хорошая позиция, которая должна быть в каждом из нас, друзья мотоциклисты, для того, чтобы наши мотоциклы нас радовали как можно дольше и не ломались. Потому что есть, к сожалению, ребята, которые совершенно не следят за состоянием своих мотоциклов, скутеров и так далее, изнашивают их до просто невероятных уровней. И, конечно же, когда вы покупаете себе мотоцикл, пусть это там новый мотоцикл или бэушный мотоцикл, неважно, в любом случае необходимо произвести замену всех жидкостей, когда вы только приобретаете мотик. Ну, в частности, этот же самый обряд необходимо делать с мотоциклом каждую весну. Ну, я для себя, по крайней мере, вот решил. Так, вы, кстати, можете в комментариях поделиться, более опытные особенно, расскажите мне, когда там что нужно менять. Я понимаю, что нужно покурить мануал для того, чтобы знать, когда что менять. В частности, для меня не совсем очевидно, когда и как мне менять звезды. Как мне определить выработку звезд. Я вот понятия не имею. Когда они менялись, я не знаю. Какой пробег у меня, я знаю, но там меньше 20 тысяч километров, окей. Но я не знаю, надо мне менять мои звезды или не надо. И вообще, стоит на это обратить внимание. Стоит ли лишний раз ехать на сервис, тратить там деньги на диагностику. Я не знаю. Вот. Но есть вещи, которые я точно знаю и могу поделиться. Надо менять масло. Ваш двигатель работает, там есть трущиеся детали. И если масло в вашем двигателе плохое, или его, не дай бог, вообще нет, это плачевно скажется на вашем моторе. И вы можете попасть на очень большие деньги, если не менять масло. Вообще, буквально 2000 рублей не такие грандиозные деньги для того, чтобы взять, заменить масло. Там раз в сезон. Это вообще копейки. Поэтому, друзья, масло меняйте каждые 5000 километров. Обязательно. Или после зимнего хранения, когда он у вас постоял, вы наездили 2500-3000 километров за начало сезона, и наступила осень, вы ставите мотоцикл на хранение. Вот после того, как вы мотоцикл с хранения весной, так сказать, расконсервируете, в этот момент я от души рекомендую вам поменять ваше масло. Несмотря на то, что оно 5000 километров не выходило, оно в течение всей зимы стояло внутри двигателя, собирало в себя вот все вещества, которые там есть, и процессы деградации в масле все-таки произошли. Его нужно поменять. Не поскупитесь, сделайте хорошее вашему двигателю, он вам только спасибо скажет. Кстати, по поводу замены трансмиссионного масла, у меня вот Bajaj 400, я в мануале нигде ничего не нашел, никакой информации, надо ли вообще его менять и как там вообще это происходит. Если вы знаете, поделитесь, я вам буду благодарен. Что касается следующей жидкости, которую нужно менять, это тормозная жидкость. Доливайте ее по мере необходимости. Я сам недавно столкнулся с такой ситуацией, что у меня почему-то исчезла тормозная жидкость в заднем блоке тормозном. Оказалось, просто там так хитро устроено у Bajaj, что резинка вот такая вот закрывает окошечко обзора, и непонятно, какой там уровень тормозной жидкости, но тормозуху я себе все равно купил, и поэтому, когда потребуется, я обязательно поменяю тормозную жидкость, потому что, ну, как вы понимаете, тормоза — это прям жизненно важная вещь. На переднем тормозе у вас окошечко есть смотровое чаще всего, ну и на заднем тормозе у вас бачок, скорее всего, в котором тоже видно, сколько у вас там тормозной жидкости. Меняя масло в мотоцикле, обязательно поменяйте масляный фильтр. Пусть фильтрует масло, пусть масло в двигатель поступает чистым. Кстати, я еще одну важную вещь хочу сказать. Для тех, кто самостоятельно будет менять масляный фильтр и вообще менять масло в своем мотоцикле, и делать это будет первый раз, учтите, у вас там стоят колечки, уплотнительные резиновые колечки. И вот эти колечки от времени могут разжиреть или наоборот сжаться, у кого как по-разному. И в общем, они могут потом подтравливать масло. Учтите просто такой факт, что вы можете, если опять же берете бэушный мотоцикл, раскрутить, а потом столкнуться с тем, что вам придется ждать, пока приедут колечки. В этот момент тоже не упустите из виду. Имейте в виду, что поменять, возможно, потребуется именно эти самые колечки. Следующая вещь, необходимая по ТО, это смазка цепи. Вообще, у меня в мануале рекомендовано каждые 500 километров и после дождя смазывать мотоциклетную цепь. Я вообще не очень хорошо понимаю там принцип, как действует смазка внутри вот этой вот самой цепи. Главное, что я понимаю, у меня цепь соединяет две здоровенных металлических бибы, две здоровых звезды. И зубья этих самых звезд каждый раз по этой металлической цепи хреначат вот в эту сторону. Из-за этого
на цепи все равно есть износ. И безусловно, обязательно нужна смазка для того, чтобы снизить этот самый износ. Для меня на базовом уровне вот этого вот понимания более чем достаточно в виде мотивации, чтобы каждые 500 километров ездить к себе в гараж, чистить и смазывать цепь. Я думаю, что это влияет и на износ звезд, в том числе, и они изнашиваются меньше, если у вас смазка гуляет по цепи. Сегодня, друзья, я поделился с вами самыми основными и базовыми вещами, которые необходимы в ТО мотоцикла. Остальные вещи, наверное, необходимо делать по мануалу, вы в него загляните, там все сроки указаны, когда и что нужно менять. Если, опять же, это новый мотоцикл, то масло нужно менять чаще, там сначала первые 100, потом 200, потом 500, по-моему, километров, там идет какая-то притирка в двигателе, еще что-то, то есть больше выпадения вот этих вот продуктов работы самого двигателя. Соблюдайте те сроки, которые у вас указаны в мануале. Ну а с вами, как всегда, был Йорш, друзья, увидимся в новых видео, всем пока!